Умные часы с цветным большим дисплеем с диагональю 1,39 дюйма. Функции Bluetooth вызовов, мониторингом показателей здоровья 24/7, временем автономной работы до 25 суток на одном заряде аккумулятора, водонепроницаемостью стандарта IP68. И как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о смарт-часах под названием The Blaze Vibe 7. Про версию я уже обозревал, ролик можно посмотреть на канале по ссылке в описании, но как на самом деле дела обстоят у обыкновенной версии, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Спойлер, только вторые часы у меня выжили, первые погибли, и пришлось покупать вторые, чтобы сделать обзор. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартно оформленной упаковке для The Blaze. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики смарт-часов. Упаковка выполнена из тонкого картона, пакинг неплохой, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, магнитное зарядное устройство с 2 пинами и инструкция по эксплуатации. Весят смарт-часы вместе с ремешком 59 граммов. Габариты составляют 47 на 47 на 14,5 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там очень много всего полезного, особенно для тех, кто любит выгодно покупать. Помимо этого я еще на Новый год стараюсь iPhone 15 разыграть, но здесь все зависит от вас. Смотрите в описании условия. Переходим к часам. Сразу отмечу, что экземпляр, который пришел мне, оказался, повторяюсь, бракованным, так как некоторое время смарт-часы работали хорошо, и за это время я успел их протестировать, но в последний день перед обзором у моих смарт-часов, конкретно у моего экземпляра, отвалился экран. Точнее, он перестал показывать картинку, хоть и сенсор работает. The Blaze Vibe 7 можно купить в черной, зеленой и песочной расцветке. Правда, желание покупать сразу как-то улетучилось, несмотря на ценник. Дизайн устройства с уклоном в спорт, но ничем примечательным он не отличается. Выглядит как все подобные часы за эту стоимость. Корпус выполнен из пластика. Качество материалов хорошее, учитывая стоимость. Ремешок быстросъемный, выполнен из силикона с застежкой из нержавеющей стали. Качество ремешка не лучшее, так как он собирает пыль, но он не топорный. Охват запястья от 140 до 200 мм. На руке смарт-часы выглядят хорошо, но модель довольно крупная и увесистая. При носке они слегка ощущаются, но к ним можно привыкнуть. Запястье под ремешком потеет и ремешок слегка натирает. Спать со смарт-часами возможно, но комфорта мало. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Пульс измеряется как в ручном режиме, так и в автоматическом с интервалом в 5, 10, 20 и 30 минут. SPO2 измеряется только вручную. Сон они мониторят плохо, так как фиксация времени некорректна. Из полезного на борту можно обнаружить дыхательные тренировки, отслеживание активности, женское здоровье, напоминание об активности и необходимости попить воды. Пульс у воздуха смарт-часы считывают. Данный функционал у Vibe 7 просто для галочки. Лучше старый какой-нибудь браслет для этого купить, точнее будет какой-нибудь Mi Band 6. Но хотелось бы отметить, что пульс в состоянии покоя измеряют они неплохо, но во время тренировки результаты измерений очень далеки от правды. К слову, лучшие результаты, напоминаю, в браслетах от Huawei, даже во время трена. Про функцию измерения артериального давления, я думаю, говорить не стоит, но просто, чтобы вы знали, что данная функция однозначно есть, и она однозначно бесполезна. Даже я считаю, что вредная, потому что кто-то будет ей верить. Далее есть 2 механические кнопки, которые имеют обозначение на безеле. Верхняя кнопка выполняет функцию включения или выключения экрана, а также возврат к главному экрану. Нижняя кнопка предназначена для перемещения по виджетам, что странно. Ко всему переназначить команды нельзя. Летим дальше. Оснащены смарт-часы IPS-дисплеем на 1,39 дюйма с разрешением 360 на 360 пикселей. Экран имеет небольшие рамки, точнее они скрыты за безелем. Скроллинг неплавный, анимации по минимуму. Система доступна на русском языке, но перевод некорректный. Система работала плохо, так как проскакивали подвисания и ко всему изредка переставал работать сенсор экрана. Яркости маловато для использования на солнце. Время до отключения экрана максимум 30 секунд, что тоже стандартно. Функция для включения экрана при повороте запястья отрабатывает не совсем плохо, но долго. Функция для включения экрана тапом отсутствует, как и функция для выключения экрана накрытием ладонью. С главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой можно включить-выключить функцию Bluetooth вызовов, режим не беспокоить, режим энергосбережения, воспользоваться регулировкой яркости и не только. Свайп снизу вверх это стандартное уведомление, свайп справа налево виджета, а слева направо меню. Для меню есть несколько стилей отображения. Меню небольшое, в нем есть контакты, измерения различных показателей здоровья, погода с довольно подробным прогнозом, тренировки, музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, но, конечно же, загружать что-либо на смарт-часы возможности нет. Далее есть секундомер и таймер, но в фоне работает только таймер. Будильники можно настраивать через приложение, а на смарт-часах его можно только включить или выключить. Летим дальше. Bluetooth версии 5.0, связь со смартфоном, смарт-часы держат стабильно и без причины не отваливаются. Подключить наушники или нагрудный датчик
будильник нельзя, как и подключить смарт-часы к Wi-Fi. Спортивных режимов на борту более 100 видов, но вот отслеживания плавания нет. Встроенного NFC модуля GPS-навигация, автоматическое определение активности, настроек для тренировок также нет. Даже пользоваться плеером для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, возможности нету. А вот шаги Vibe 7 считают хорошо. На 100 шагов погрешность 1-2 шага. Далее, звонить со смарт-часов, как вы уже поняли, можно, так как есть поддержка Bluetooth звонков. Но для этого нужен, разумеется, смарт. Через него они звонят. Заготовок для быстрых ответов на звонки или уведомления нет. Микрофон отрабатывает плохо, так как звук передается очень тихо. Динамик не особо громкий, а качество звука оставляет желать лучшего. Уведомления же приходят моментально. Смайлики не отображаются, а вот иконки приложения отображаются. Опять же, не на всех приложениях. Уведомления можно только посмотреть и удалить. Длинный текст полноценно не отображается. Далее, емкость аккумулятора отличная, 400 мАч. Полный цикл зарядки занял в среднем 1 час 30 минут. Время автономной работы в интенсивном сценарии использования 12 суток. Что неудивительно, так как установлен IPS-экран, а не AMOLED. В целом результат хороший. Далее, The Blaze Vibe 7 имеют стандарт водонепроницаемости IP68, но не советую вместе с ними принимать душ, купаться в соленой воде или ходить в баню, так как они могут не пережить данные перепады температур, ну и соленую воду. Летим дальше. The Blaze Vibe 7 работает в паре с приложением Dafit. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. Музыка для релакса, далее есть вкладка с настройками смарт-часов и вкладка с профилем. В настройках смарт-часов есть заряд аккумулятора, но не в процентах, магазин с циферблатами, которых достаточно, но действительно хороших очень мало. Но можно создать свой кастомный циферблат. Далее можно настроить уведомления, будильник, воспользоваться Bluetooth-кнопкой для удаленной съемки, добавить 8 избранных контактов, обновить прошивку, которая, к слову, мне еще не прилетала, и воспользоваться стандартными настройками для смарт-часов в этой ценовой категории. Минусы. Основной минус — это брак. Также к минусам отнесу то, что нет заготовок для быстрых ответов на уведомления или звонки, нет возможности настроить уведомления от определенных приложений, а только от тех, которые предоставлены в приложении Dafit. Нет автояркости, нет настроек для тренировок, нельзя воспользоваться плеером во время тренировки, нельзя переназначить команды для кнопок, нельзя переходить к тренировкам через кнопку и нельзя установить будильник со смарт-часов. Цену на них можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Это, можно сказать, одно из самых радужных, потому что в российском ритейле они продаются в 3-4 раза дороже, а на Алишке их продают, в принципе, по стоимости просто для вида. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Умные часы The Blaze Vibe 7, как по мне, неплохие смарт-часы, но конкретно у меня они долго не прожили. От меня за сам девайс, его возможности и цену однозначно да, конкретно браку, конечно, нет. Потом в своей телеге расскажу, отдали ли мне деньги продавцы, потому что, разумеется, я открою спор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.